Дэвид Маршалл– мужчина средних лет, который ежедневно управляет мусоровозом, ездя по окраине национального парка Джаспер, расположенного в провинции Альберта. Каждое утро он садится в свой старый, но надежный мусоровоз и едет на северную свалку, чтобы собирать и перерабатывать бытовые отходы, поступающие из жилых районов. Эта работа требует терпения и ответственности, ведь забота о чистоте окружающей среды – необходимая и важная задача в жизни парка. В тот самый день, когда он подходил к задней части машины, чтобы открыть задний дворник, он услышал тихий, едва различимый звук, исходящий с пустыря неподалеку. Это был приглушенный рычащий звук, похожий на стон раненого животного. Обернувшись, Дэвид увидел маленькое существо с запутанной и спутанной шерстью, которое пыталось спрятать голову в груду пластикового мусора. Вначале он подумал, что перед ним бездомная собака, но по мере приближения картина стала яснее. Это был медвежонок. Маленький бурый медведь с темно-коричневой шерстью выглядел истощенным, весь в царапинах, и отчаянно пытался разорвать грязный пластиковый мешок. Он лизнул пакет так, словно испытывал сильный голод, а его глаза были полны темной, влажной, отчаянной тоски. Сердце Дэвида забилось быстрее, и он несколько шагов отступил назад, опасаясь, что рядом может находиться мать-медведица. Однако, внимательно осмотревшись, он понял, что медвежонок совершенно одинок и уже не в состоянии побороться за свою жизнь. Немедля ни секунды Дэвид достал телефон и позвонил в рейнджерскую станцию Джаспера, объяснив ситуацию как чрезвычайную. Его голос звучал настоятельно и взволнованно. «Я нашел ослабленного брошенного медвежонка, который ест мусор». На другом конце линии человеку сообщили, что помощь уже в пути, и попросили сохранить безопасное расстояние от животного, чтобы не спровоцировать его стресс и не навредить ему еще больше. Пообещали, что спасатели прибудут не позднее, чем через 30 минут. Дэвид остался рядом с автомобилем, внимательно наблюдая за медвежонком, испытывая одновременно страх и сочувствие, словно перед ним стоял ребенок, который потерял мать. Медвежонок встретился с его взглядом один последний раз, а затем опустил голову в холодный влажный пластиковый пакет и больше не двигался. Ровно через полчаса к месту прибыли спасатели. Зеленый внедорожник рейнджеров остановился неподалеку, и из него вышли двое человек в тяжелой униформе. Они были опытным рейнджером Эйденом Бруксом и его молодым коллегой Ноа Ченом, членами спасательного отряда Джаспера. Дэвид громко помахал им, указывая на медвежонка, который мирно лежал среди кучи грязного мусора и искореженных консервных банок. Эйден поднял бинокль и нахмурился. «Он, должно быть, блуждал здесь много дней», — сказал он. «Он больше не может так продолжать». Ноа осторожно приблизился, надев перчатки и проверив безопасное расстояние перед тем, как приблизиться к животному. Дэвид подробно рассказал о том, как он обнаружил медвежонка и выразил свои опасения о том, что он мог поедать пластик. Эйден кивнул и сказал: «Нужно немедленно ввести анестезию. Его тело настолько ослаблено, что он не выдержит волнения и стресса». Ноа поднял анестезирующий пистолет, направил его точно в заднее плечо медвежонка и аккуратно нажал на курок. Медвежонок слегка дернулся и упал, не оказывая сопротивления, лишь тихо дышал, словно ветерок. Спасатели тут же аккуратно накрыли тело медведя мягкой сеткой, положили его на складную каталку и погрузили в пикап. Дэвид помог закрыть кузов, не отводя глаз от бедного животного. Стражи природы покинули свалку и направились в ветеринарный центр Джасперского заповедника. По радиосвязи Эйден просил подготовить изолированную клетку и стол для экстренной обработки пищеварительной системы. По дороге Ноа беспрерывно контролировал пульс медвежонка, шепча: «Держись, малыш, мы почти у цели». А Дэвид, стоя в том же месте, держа в руках кепку сына, ощущал, словно стал свидетелем крушения части дикой природы. В ветеринарном центре Джаспер-медвежонок поступил в крайне ослабленном состоянии.
Весил всего 9 килограммов, что почти вдвое меньше нормы для такого возраста. Главный ветеринар Эмма Рено вместе с 2 помощниками немедленно доставили животное в дезинфекционную комнату и закрепили 4 ремнями. Проведенное ультразвуковое исследование выявило в желудке множество инородных предметов. Пластиковые пакеты, нейлоновые мешки и небольшой кусок алюминиевой банки. Эмма руководила процедурой эндоскопического удаления этих загрязнений, внимательно следя за признаками язв в кишечнике и признаками пищеварительного отравления. После полуторачасовой процедуры из желудка извлекли около 300 граммов твердых и мягких отходов. По словам Эммы, медвежонок пытался выжить, но в этой гигантской свалке просто не мог найти ничего съедобного. Ему сделали инъекции антибиотиков, дали дополнительный белок и постепенно лечили раны на коже. Временное имя, данное медвежонку, было Мейпл, в честь маленького листочка клена, который выжил в суровую зиму. В первый день Мейпл лежал неподвижно, полузакрыв глаза, слегка реагируя на приближение людей. Эмма разрешила кормить его с руки мягким паряным мясом и пюре из рисовой каши, дополненной ферментами для улучшения пищеварения. К 3-му дню Мейпл самостоятельно смог подняться на ноги, сделал несколько шагов внутри клетки, после чего снова лег отдохнуть. Волосы на его плечах и спине, поврежденные и раздраженные, начали отрастать, хотя еще неравномерно, но это были очень хорошие признаки. Каждый день Ноа заходил к клетке и приносил свежие черники, чтобы помочь тренировать охотничьи инстинкты медвежонка. Эйден делал невозмутимые записи в блокноте, замечая, что Мейпл стал быстрее реагировать на звуки и перестал бояться людей. Через неделю вес Мейпла увеличился более чем на 11 килограммов, окрепли мышцы на ногах, а ветеринары зафиксировали чудесное выздоровление практически без внутренних осложнений. Эмма с оптимизмом говорила, что если и дальше все будет идти так хорошо, уже через 3 недели Мейпла можно будет перевести в полувольерную зону обитания. Начались занятия на природе. Мейпл учился взбираться на бревна, чтобы укреплять мышцы, а при громких звуках снаружи издавал тихий рычаг, признак возвращающихся инстинктов. Поглазеть на восстановление этого маленького медведя любопытные посетители центра могли через прямую видеотрансляцию. Рассказы о Мейпле с мусорной свалки стали вирусными в социальных сетях и значительно увеличили численность добровольцев и спонсоров. Дэвид тоже принял участие в интервью, скромно заявив: «Я просто сделал то, что должен был сделать». Никто не ожидал, что худой медвежонок, который когда-то ел пластик, сможет вырасти таким сильным и здоровым благодаря любви и заботе. На 4-й неделе Мейпл прошел тщательное обследование. Анализ крови, пищеварительной системы, костей и суставов показали стабильные показатели. Однажды весной Мейпла посадили в транспортную клетку и перевезли в просторный полувольный вольер. Дверца клетки открылась, и сначала медвежонок немного колебался, затем нежно ступил на зеленую траву. Впервые за много дней он почувствовал запах влажной земли и услышал пение птиц в лесу. Медвежонок полз по земле, царапая когтями дерево, словно отмечая первую территорию, которую он теперь мог назвать своей. Вольер был создан таким образом, чтобы имитировать естественную среду обитания. Здесь росли вьющиеся растения, были маленькие пруды и множество каменистых укрытий. С расстояния посетители наблюдали за Мейплом через защитное стекло и слушали увлекательные истории о его невероятном пути к выживанию. Дети с замиранием сердца смотрели фотографии несчастного медвежонка, которого нашли совсем худым, лишь кожей и костями. Однажды Дэвид приехал в центр, подошел к вольеру и тихо позвал: «Мейпл». Медвежонок поднял голову и повернул ухо в его сторону, словно вспомнив голос спасителя. Рядом стояли Эйден и Ноа, гордясь тем, что смогли подарить жизни шанс на новое начало. Перед вольером был установлен большой информационный щит с рассказом о том, как маленький медведь выжил, несмотря на ужасные условия. В центре Джаспера регулярно проводятся обучающие встречи для сообщества, посвященные проблемам загрязнения и защите дикой природы.
Сегодня Мейпл полностью обзавелся пушистой и здоровой шерстью, уверенно лазает по деревьям, с удовольствием плавает и отдыхает, свернувшись клубочком в своей берлоге. Она стала живым свидетельством веры, настойчивости и человеческой доброты. Тот маленький медвежонок, который когда-то жалобно пищал возле горы мусора, теперь полноценный житель огромных лесов Альберты. Дэвид продолжает каждый день водить мусоровоз. Но теперь его взгляд все чаще скрывается в зелени леса, словно в надежде увидеть чудо своими глазами. Мейпл живет хорошо в полувольере, продолжая каждый день лежать и смотреть в сторону ворот, возможно, ожидая знакомого человека. Канадское телевидение выпустило репортаж о медведе, назвав его вторым шансом одинокого медвежонка. Конечно, далеко не всех животных удается спасти, но Мейплу повезло встретить добрых и заботливых людей. Вот так маленькая жизнь продолжилась под зелеными соснами Джаспера. Живое напоминание о необходимости бережного отношения к природе и силе сострадания.